Глава 91. Небесная книга. Чутянь отправил Наньгун Юн не только ради того, что оказать Наньгун и услугу, но и ради компании. Если торговое чудо захочет увеличить масштабы, рано или поздно им понадобится войти в центральный город. Когда Наньгун Юн уехала, у Мэн и Ин осталось лишь несколько помощников. Она стала невероятно занятой. Уже открылись второй ресторан торгового чуда «Тайные земли тумана» и третий ресторан «Отель Гранд Мирикл». Торговое чудо уже разработало комплексный план по разработке таблеток. Дворец мэра поддержал их программу производства уличных ламп. Вложив большие деньги, они установили уличные фонари в центре города Южного Неба, на городской площади и в других общественных местах. Они оживили город Южного Неба. Конечно же, торговое чудо приветствовало эти грандиозные планы. Честь, деньги и власть должны были покоиться на фундаменте. Иначе это было бы похоже на мыльный пузырь, который можно в любое время лопнуть. В любой момент могли вернуться семья семья Чу и семья Ло. Мощь этих трех семей была подобна мечу, висящему над их головами. Чутянь понимал, что не может ждать. Пробужденная душа. Он должен был прорваться не только для того, чтобы лучше выживать, но и чтобы получить официальный статус гостя семьи Наньгун. Это обеспечит торговому чуду дополнительную защиту. За последние несколько дней Чутянь использовал все эликсиры первого уровня, чтобы создать чудодейственные таблетки, которые дал сестрам Мэн. Этого было достаточно, чтобы довести Мэн Циньву и Мэн Ин до 9 уровня совершенного тела. Что насчет Чутяня, на черном рынке ему удалось прорваться на 9 уровень совершенного тела. После смертельных сражений в древней гробнице и непрерывного использования тысячелетней эссенции травы юань его духовной энергии стало немного больше. Так что Чутяню понадобилось 2 дня, чтобы прорваться к 9 уровню совершенного тела. Это был простой процесс, с ним не возникло проблем. Поэтому эликсиры первого уровня не были ему так сильно нужны. Подготовив больше 10 тысяч порций лунной травы, Чутянь начал безумно практиковать бессмертное звездное тело. На черном рынке оно несколько раз спасло Чутяню жизнь, и он стал искусным в использовании бессмертного звездного тела. Теперь он мог воспользоваться этими 10 тысячами порций лунной травы. Наконец, Чутянь смог продвинуться к уровню скромного успеха. Ему не нужно было сосредотачиваться, теперь он мог в любой момент окружить тело звездным светом. Любой эксперт пробужденной души не смог бы ранить его фундамент уплотнялся, его техника улучшалась, его сила значительно увеличилась. Обнаженный Чутянь вылез из бочки. Он потряс руками и удовлетворенно кивнул. Если я продолжу практиковать эту технику, мое физическое тело станет чуть лучше. Увидев обнаженное тело Чутяня, лисенок закрыл глаза лапками и протестующе вскрикнул. «Черт возьми, ты можешь стесняться. Ты же всего лишь лисенок. Может, ты лисица». Лисенок встал на 4 лапы и мгновенно исчез в облаке тумана. Появившись у окна, он тут же выразил недовольство. Он был готов забыть о том, что последние несколько дней с ним обращались плохо, но его пол до сих пор никто не знал. Кто еще мог быть настолько безответственным хозяином? Чутянь недовольно уставился на лисенка и оделся. Достав сердце трупа, он осторожно подбросил его. Глаза лисенка загорелись. Он мгновенно исчез. Подпрыгнув, он поймал сердце в полете и приземлился на плечо Чутяня. Он довольно грыз сердце. Чутянь постучал пальцем по его маленькой голове. «Я действительно не знаю, что ты за существо. Ты очень придирчив к еде, а питаешься только сокровищами неба и земли». Лисенок поднял нос и глухо фыркнул. Обычный дух не смог бы так питаться, даже если бы захотел. Этот лисенок был зверем высшего ранга, поэтому он мог это делать. Ты не знаешь, как тебе повезло. Можешь считать благословением то, что ты можешь меня хотя бы кормить. Самолюбование лисенка веселило Чутяня. У лисенка был довольно высокий интеллект. Не ниже, чем у человека, может быть, даже больше. Чутянь с серьезным лицом сказал: «Прости, что не говорил тебе, но сердец осталось всего несколько, и скоро ты лишишься пищи». До этого спокойно лисенок вдруг исчез. Пояс Чутяня стал заметно легче. Лисенок появился на подоконнике, держа тяжелый мешочек. Его прищуренные глазки сияли, он осторожно бросил мешочек. Духовные камни стукнулись о подоконник. Он копался в мешочке когтями. На стол упало несколько духовных камней низкого качества. Лисенок указал лапой на камни, а потом на свою пасть. Спокойно и сдержанно, как бы справедливо говоря: «Разве у тебя нет денег? Используй их, чтобы покупать мне еду. Ты посмел украсть мои деньги». Чутянь злобно сморщил нос. «Думаешь, здесь сиротский приют? Я тебе вот что скажу: лучше покажи, какая от тебя польза, иначе я, Чутянь, не буду кормить бесполезного питомца». Лисенок предпочел не ответить. Он отвернулся и вздернул хвост, выражая свое презрение. Что за зверенок? Чутянь сжал в руке адский меч. Выйдя во двор, он медленно взмахнул мечом.
Оборонительные способности Чутяня были достаточно сильными, но ему недоставало сил, чтобы атаковать. Если бы Чутянь мог практиковать меч адского пламени, находясь на уровне скромного успеха, его сила вышла бы на новый уровень. Но после 5 сеансов у него не было никаких ощущений. Словно его мечу чего-то недоставало. Чего же, Чутянь задумался. Белый лисенок сидел на подоконнике, в его глазах проскакивала насмешка, словно он смеялся над глупостью Чутяня. «Глупая лиса, ты смеешь смеяться надо мной?» Неизвестно, откуда это взялось у лисенка, но в его лапы оказался синий-белый шарик. Он решительно бросил его Чутяню. Синий-белый шарик полетел в Чутяня, словно метеор. Чутянь поднял руку и схватил его. Это было семя адского пламени. Он сразу понял, чем полезен лисенок, и начал практиковать меч адского пламени. Меч адского пламени был техникой, которая раскрывала всю силу адского меча. Лисенок понял, что оказал серьезную услугу. Он стремительно прыгнул на плечо Чутяню и бессильно вытянул когти. «Ты должен немного оставить. Судя по твоим аппетитам, я не смогу содержать тебя». Лисенок, держащий в лапках сердце трупа, куда-то исчез. В это время из комнаты молодой мисс полилось едва заметное давление. У Чутяня на лице отразилось счастье. Мэн Цинь-Ву приняла несколько его таблеток. Она наконец-то прорвалась, воздух был полон таинственной древней силой. Это была аура духовного источника. Родился духовный источник, невероятно довольный Чутянь тут же побежал в комнату молодой мисс, чтобы узнать, в чем дело. Мэн Цинь-Ву только что закончила свои занятия. Она плавно прорвалась на 9-й уровень совершенного тела, и у нее родился духовный источник. Но самым странным было то, что ее духовным источником оказалась книга. Даже в будущем такие духовные источники были невероятной редкостью. Чутянь спросил Мэн Цинь-Ву: «Ты чувствуешь в своем теле какие-то изменения?» Мэн Цен мягкий знак Ву озадаченно покачала головой. «Никаких изменений». Чутянь снова спросил: «Чувствуешь, как что-то стало сильнее?» Мэн Цинь-Ву покачала головой. Духовный источник в виде меча мог увеличить способности к фехтованию, но что могла сделать книга? Книгу нельзя применить в бою. Мэн Цинь-Ву чувствовала, что духовный источник не прибавил ей сил. Она подавленно думала о том, что это бесполезный духовный источник. У него не было боевой силы, что он был, что его не было. Нет, применить можно любой духовный источник. Твой духовный источник полезен. Осторожно подумав, Чутянь вдруг подумал кое о ком. Возможно, Мэн Цинь-Ву была в изумлении. Чутянь написал на листе бумаги несколько крупных символов и показал его Мэн Цинь-Ву. Для начала прочитай символы на этом листке. «Чутянь, я тебя люблю». Прочитала Мэн Цинь-Ву и сразу же поняла, что что-то не так. Серьезное и красивое лицо покраснело, а прекрасные глаза чуть не выскочили из орбит. Она гневно сказала: «Ты посмел подшутить надо мной». «Я не смеялся над тобой», — сдержал улыбку Чутянь. «Смотри внимательнее». Мэн Цинь-Ву снова изумленно посмотрела на слова. Что это за слова? Я никогда раньше их не видела. Странно, как я смогла понять, что они означают. Конечно, не видела. Чутянь скомкал лист. Это язык великих древних эльфов. Мэн Цинь-Ву думала, что это невозможно. Как она могла читать на языке древних эльфов? Чутянь продолжил: слова, которые ты только что произнесла, были языком древних эльфов. Это не было языком нашего континента. Мэн Цинь-Ву вдумалась. Слова, которые она произнесла, не были словами, которые она употребляла. Но у нее было странное ощущение, что она способна говорить на незнакомом языке. Словно эти символы высекли у нее в памяти. А она лишь отразила их. Книга — особый духовный источник, поскольку содержит древние записи. Чем сильнее твой духовный источник, тем больше пробуждается древних воспоминаний. Твой исходный дух дает тебе не силы, а то, о чем мечтают многие мудрецы. Знания. Чутянь провел еще один эксперимент. Он взял случайную книгу и положил ее перед Мэн Цинь-Ву. Задерживаясь на каждой странице на 5 секунд, он за несколько минут просмотрел всю книгу. Когда Чутянь задавал ей произвольные вопросы о книге, Мэн Цинь-Ву легко отвечала на каждый его вопрос, словно знала его заранее. У Мэн Цинь-Ву был редкий духовный источник мудрости. Основной духовный источник Чутяня дал ему сильную память, поэтому он никогда ничего не забывал. Но его нельзя было сравнивать с Мэн Цинь-Ву. Духовный источник запомнил книгу, и когда знания понадобились, ввел их прямо в мозг. Можно сказать, Мэн Цинь-Ву была ученым от рождения. Чутянь был очень доволен. Знания Чутяня были глубокими и опережали нынешнюю эпоху на десятки тысяч лет. Если ему надо будет вернуться, никто не поймет их. Чутяню нужно было найти в этом мире человека,
которого он сможет учить, и этим человеком определенно была Мэн Циньву. Этот духовный источник был слишком велик, это было достаточно, чтобы Чутянь ощутил легкую зависть, это еще сильнее укрепило его решимость обучать Мэн Циньву, не говоря уже о том, что в духовном источнике Мэн Циньву было много записей. Чем больше у нее будет сил, тем больше откроется записей, и, возможно, это будут записи древней эпохи. Чутянь обладал знаниями, которые в ближайшие 30 лет только появятся. Мэн Циньву будет знать о древней эпохе. Это сочетание будет для истории беспрецедентным. Эта химическая реакция заставляет ждать серьезных результатов. Мэн Циньву сказала: «Инин слабее меня, боюсь, ей понадобится некоторое время, чтобы достичь 9-го уровня совершенного тела, это займет всего несколько дней. Я решил прорваться к уровню пробужденной души». Чутянь сделал паузу и продолжил. «Из тех материалов, что я привез, самые важные — это фрукты младенческой души. Если переработать их в таблетки младенческой души, мы сможем прорваться к уровню пробужденной души. Есть 3 плода, по одному плоду на каждого. Материалы для изготовления таблеток младенческой души были дорогими. Но все, кроме фруктов младенческой души, купить было нетрудно. Глава 92. Приобретение котлована. Мэн Циньву изучила список материалов, необходимых для таблеток младенческой души, а затем стала закупать их в центральном государстве по высокой цене. Эти материалы были не такими редкими, как фрукты младенческой души, но это были эликсиры, так что это требовало немного времени. Всего один шаг, всего один. Как только будут созданы таблетки младенческой души, Чутянь прорвется на уровень пробужденной души и станет культиватором, которого будут уважать десятки тысяч людей. Его духовный источник пробудится. Его боеспособность повысится минимум в 10 раз. Дело не только в силе и стабильности для торгового чуда, но и в жизни и смерти Чутяня. Поэтому торговое чудо мобилизовало все силы, чтобы собрать материалы как можно быстрее. Сюн Тяньян и Джан Ли Цин воспользовались своими связями, а Наньгун и обратился к родственникам. Через 3 дня половина материалов была собрана. Уже неплохо. Но Чутянь не хотел ждать. Эти несколько дней он культивировал, но у него было достаточно времени, чтобы принять важное решение. Торговое чудо должно приобрести котлован с лунной травой, лунная трава была для них необходимым материалом. Она не была эликсиром, но все же нужно было много времени, чтобы она выросла. Учитывая суровые природные условия, это было редкое растение. Они использовали ее каждый раз, а если они приобретут котлован, затрат будет гораздо меньше. Учитывая финансовое состояние торгового чуда, они были далеки от возможности купить котлован. Но, имея огромные деньги, заработанные на черном рынке, они могли оформить депозит. Деньги были всего лишь ступенью для культивации. Чтобы стать сильнее, нужно было приобрести больше материалов. Неважно, сколько денег на это уйдет, Мэн Циньву не удивилась. Су Тянь уже давно предлагал это сделать, так что она стала готовиться к этому 2 недели назад. Сейчас она относилась к этому как к обыденной работе. Котлован с лунной травой принадлежал компании под названием Тян Чэнь Коммерс. Эта крупная компания подчинялась государственному бизнес-объединению. Они занимались бизнесом на всей территории страны Южного Лета, управляя различными сырьевыми предприятиями. Они обладали серьезным влиянием. Лунную траву они производили уже 8 лет, а хорошей прибыли это не приносило. Поскольку лунную траву использовали лишь для лечения травм слабых культиваторов, у нее было много альтернатив, и ее можно было легко заменить. Лунная трава была намного дороже своих аналогов, поэтому не продавалась в больших количествах. Более того, за 8 лет стоимость котлована понизилась. В прошлом году они уволили большую часть работников котлована, а оставшихся заменили на менее квалифицированных. Это значило, что сейчас котлован можно было приобрести. Мэн Циньву послала тайное послание о намерении купить котлован, но не ожидала, что ей так быстро ответят. Первое, они договорились обсудить условия продажи. Второе, переговоры состоятся через 3 дня. Третье, они будут проходить в городе скрытого звука, и на них должен присутствовать президент торгового чуда. Прямой ответ Тян Чэнь Коммерс успокоил их. Чутянь и так слишком долго ждал в городе Южного Неба. Город скрытого звука находился в 600 ли от города Южного Неба. Население составляло около 100 тысяч человек. Масштабом город напоминал город Черного камня возле долины трупов. Город скрытого звука был важным пунктом переправки материала. Вокруг города было несколько ареалов производства. Котлован с лунной травой был одним из производственных районов. Исследовав его, определив, что этот район безопасен, Мэн Циньву вместе с Чутянем запрягли экипаж и отправились на переговоры. В этот день солнце сияло высоко в небе. По дороге ехал бронзовый экипаж, запряженный валом. У людей, которые его видели, не оставалось выбора, кроме как уступить дорогу. За экипажем следовали 18 людей, облаченных в черное.
Они безмолвно шли за экипажем. Не слишком быстро и не слишком медленно. Казалось, они не знают усталости. Остановимся на секунду. Сделаем перерыв. Бронзовый экипаж медленно остановился. Чутянь, одетый в голубые одежды, вышел из экипажа и осмотрелся. За ним вышла Мэн Циньву. На ней было длинное белоснежное платье, а черные волосы были тщательно причесаны. На гладких белых щеках брезжил намек на румянец. Подул легкий ветерок. Белоснежное платье Мэн Циньву затрепетало, обнажив привлекательные нефритово-белые ноги. Этого было достаточно, чтобы у мужчин закружилась голова. Мэн Циньву сделала вид, что не замечает взгляда Чутяня. Ее глаза цвета осеннего ручья скользили по пейзажу. Это ведь перед ними лежал котлован. Мэн Циньву смотрела вдаль. Степь, раскинувшаяся на 20 ли. Это был огромный участок земли. По разбросанным скалам текли белые водопады, беспрерывно стекающиеся в котлован. Над водой висел туман, придавая пейзажу загадочность. Повсюду можно было разглядеть белых журавлей, которые делали это место похожим на рай. В котловане было несколько небольших ручьев, окруженных пышными растениями. В центре котлована располагалась духовная ферма, именно там производили лунную траву. Мэн Циньву тепло улыбнулась, и правда красиво. Если переговоры пройдут хорошо, это место будет принадлежать нам. Чутянь посмотрел на Мэн Циньву. Вдруг он понял, что эта девушка многое пережила. 16-летнему ребенку приходилось поддерживать семью во время кризиса. Девушке в расцвете лет пришлось сражаться со злом человеческой натурой. Каждый день она должна была придумывать новые стратегии. У нее не было ни дня полноценного отдыха, ни одного шанса прожить безопасную жизнь. Мэн Циньву обернулась. «На что ты смотришь?» Чутянь честно ответил. «У тебя красивая улыбка, тебе следует чаще улыбаться». Мэн Циньву покраснела, а улыбка исчезла с лица. Посерьезнев, она сказала: «Если ты продолжишь быть таким легкомысленным, я буду тебя игнорировать. Думаешь, меня так же легко обмануть, как Ин?» Чутянь смутился. Ей действительно чуждо веселье, раз она сочла его легкомысленным из-за простого комплимента. Лисенок, сидящий на плече Чутяня, смеялся, держась за живот. «Смеешь смеяться надо мной? Хочешь получить?» Лисенок подпрыгнул и приземлился на плечо Мэн Циньву. Выпустив когти, он показал Чутянь язык. «Что за негодяй? Ешь мою еду и пьешь мою воду, а хозяина ни во что не ставишь». Чутянь был так раздражен, что ему хотело проучить Лисенка, но Мэн Циньву удивленно посмотрела на него. «Ты что делаешь?» «Взрослый человек сражается со зверенком. Тебе действительно нужно поработать над собой». Лисенок кивнул, и в его хрустальных глазах, придав ему жалкий вид, показались слезы. Чутянь указал на хитрого зверька. «Ты действительно думаешь, что это просто зверек? Знаешь ли ты, что его суточный рацион стоит столько, что на эти деньги мы можем купить материалы на целый месяц? Его содержание делает меня банкротом». Откуда взялся этот зверек, даже Мэн Циньву ощутила что-то странное. Мэн Циньву видела, что этот очаровательный лисенок — необычный духовный зверь. Даже если у него такой высокий интеллект, он не может вести себя как человек. Даже драконы, только зародившись, не были такими умными. Мэн Циньву погладила лисенка по голове. Лисенок не шевелился, став очень послушным. Мэн Циньву решила, тебе запрещено его запугивать. Чутянь ощущал, что к нему относятся несправедливо. Этот зверек был довольно зловещим. «Тебе нужно следить за собой», — сказала Мэн Циньву, «давай вернемся в экипаж». «Это важные переговоры, нам нельзя опаздывать». Лисенок прыгнул обратно на плечо Чутяня, словно ничего не произошло. Бронзовый бык двигался в городок, волоча за собой тяжелый экипаж. Экипаж трясся, но Мэн Циньву хотела обсудить некоторые вопросы. Чутянь заметил, что атмосфера изменилась, поэтому взял инициативу на себя и спросил: «Ты знаешь, откуда доносятся скрытые звуки, в честь которых назвали город?» «Как я могу не знать?» Мэн Циньву немного удивилась, но спокойно ответила. Возле города скрытого звука есть горы, и часто происходит странное событие. Люди слышат звуки приближающейся армии. Или же рев демонического зверя, или же разговоры людей. Хотя раздаются эти странные звуки, ничего опасного не происходит. Поэтому люди назвали это место городом скрытого звука. Чутянь кивнул. Мэн Циньву продолжила. Давным-давно ученые пришли сюда, чтобы изучить это место. Они хотели найти причину, по которой это происходит, и обнаружили, что эти звуки издает особый материал. Этот материал может хранить звук. Сейчас его начали добывать. Его можно использовать в массивах, и это делают часто, но ценность у него низкая. Чутянь таинственно улыбнулся. Этот материал полезен, его не могут использовать лишь для массивов.
Сердце Мэн Циньву задрожало. Конечно же, она знала, что слова Чутеня что-то значат, но прежде чем она успела спросить, бронзовый экипаж стал замедляться. «Мы прибыли в город скрытого звука, давай выйдем из экипажа». Чутянь выпрыгнул наружу. Город скрытого звука был того же размера, что и город Черного камня, но планировка города оказалась в несколько раз лучше, ведь это был город центрального государства. Кроме того, его окружали месторождения. Это был непограничный город Черного камня, соседствующий с долиной трупов и черным рынком. В условленном месте. Место переговоров окружали больше сотни элитных стражников в серебряных доспехах. У каждого из них в руке был гравированный меч. Крыши и окна обороняли лучники. Здесь действительно соблюдали осторожность. «Вы из торгового чуда?» Подошел огромный и уродливый мужчина. «Я капитан стражи Тян Чэнь Коммерс Цзин Ху. К вашему позволению, Цзин Ху был культиватором пробужденной души. Все стражники были экспертами совершенного тела. Они не зря были крупной компанией. Обычные компании не могли такого добиться. Чутянь был одет в голубую мантию, а Мэн Циньву была в белом платье. За ними следовали 18 трупов, и иерархия группы была очень ясной. Втроем они прибыли в чайную, располагающуюся на открытом воздухе. Цзин Ху остался снаружи. В чайной перед ними сидели пожилой и молодой мужчина. Глава 93. Переговоры. Юноша был одет в синий шелковый халат, расшитый изящными белоснежными бамбуковыми листьями. В полупрозрачной шпильке сверкал нефрит, а в руке он держал черный шелковый веер. На столе лежал драгоценный меч, инкрустированный камнями, яркий и изящный. Типичный сын богатой семьи. Этот юноша не мог быть хозяином. Чутянь посмотрел на седовласого мужчину. Его взгляд был полон сострадания и доброты, а одежда была слишком повседневной. Это придавало ему безобидный вид, но в глазах все же виднелась хитрость. Он смотрел на Чутяня так, словно перед ним лежал золотой слиток. Веер сложился. Юноша в синем халате встал и слегка поклонился, сжав кулак. Никогда бы не подумал, что президентом торгового чуда станет красивая и трогательная мисс Я Цзин Хао, младший председатель Тян Чэнь Коммерс. Юноша с изумлением смотрел на Мэн Циньву. Это мой дядя, Цзин Син, заместитель председателя Тян Чэнь Коммерс. Как бесперспективно. Стоило юноше увидеть красивую девушку, так у него чуть глаза из орбит не выскочили. Как он может достичь больших успехов? С первого взгляда стало ясно, что он был не лучшим представителем своего поколения. Чутянь закашлялся. Цзин Хао посмотрел на Чутяня и увидел, что тот одет в обычную мантию, а за спиной у него висит древний меч. Вероятно, это был телохранитель. Простите, что говорю это, но как у такой прекрасной госпожи Мэн может быть настолько неотесанный телохранитель? Это не соответствует вашему элегантному облику. Хао, не будь таким невежливым, старик отставил нефритовую чашку с чаем. Однако в его тоне не было упрека. Тян Чэнь Коммерс была крупной компанией, и раз они согласились на переговоры с молодой компанией, они уже проявили уважение. Это не слуга, а президент торгового чуда, Чутянь. Чутянь притворился, что ничего не слышит. Никто не знал, к чему ведут эти двое. О президенте ходит много слухов. Цзин Син изобразил заинтригованную улыбку. Вы еще не посетили центральное государство, а уже достаточно известны. Вы действительно герой, вот как его информация была неточной. Если бы он знал о недавних действиях Чутяня, то не говорил бы с ним в таком тоне. Казалось, Цзин Хао не поверил этому. Значит, мисс Мэн Циньву. Мэн Циньву легко ответила: я вице-президент торгового чуда. Я сопровождаю президента, этому сопляку не было даже 20. А он уже был президентом торгового чуда, и его сопровождает такая прекрасная женщина. Этого было достаточно, чтобы разжечь ревность в любом мужчине. Лицо Цзин Хао ничего не выражало, но во взгляде, направленном на Чутяня, виднелось презрение. Чутянь понимал его. Он был человеком низкого происхождения, но был моложе и красивее него. Он был идеальным, сильным, а сопровождала его прекрасная женщина. Все это вызывало у людей зависть. Чутянь обессиленно сел. Давайте приступим к официальной части. За ними стояли два трупа в черных мантиях, похожие на статуи, немые, словно скалы. Хорошо. Тогда к делу, медленно заговорил Цзин Син. Торговое чудо постоянно заказывает у нас крупные партии, а теперь, кажется, они хотят купить ферму. Видимо, лунная трава нужна им, как воздух. Как только начались переговоры, этот старый лис начал разыгрывать свою партию. Чутянь не любил извилистых речей, поэтому прямо заявил: не нужно лишних слов. Котлован важен для торгового чуда, так что назовите цену, пожалуйста.
Цзин Син смотрел на него. Цзин Хао произнес: цена фиксированная. 100 миллионов золотых монет. 100 миллионов, разве это предложение не было безумным? В котловане было не так уж и много лунной травы. Котлован стоил всего 25 миллионов золотых монет, но этот человек и правда посмел потребовать 100 миллионов. Безумие. Даже Тян Чэнь Коммерс не могла заплатить 100 миллионов золотых монет, что уж говорить о торговом чуде. Мэн Циньву была недовольна такой возмутительной ценой. Со спокойным лицом она сказала: «Я все изучила. Ежегодная прибыль от продажи лунной травы составляет меньше 2 миллионов золотых монет. Количество лунной травы уменьшается, прибыль с каждым годом падает. Ваше предложение лишь доказывает, что вы с нами не искренне». Чу Тянь холодно улыбнулся. 100 миллионов, черта с два, думаешь, у меня есть золотая жила, даже Тян Чэнь Коммерс столько не стоит. Цзин Син сделал вид, что не слышит. Раз торговое чудо было так озабочено приобретением котлована, у них определенно были на это причины. 100 миллионов золотых монет — неподъемная сумма, но это огромная прибыль. Цзин Хао холодно сказал: когда я говорю 100 миллионов, я имею в виду 100 миллионов. Нам нужны деньги. Рассердившись, Мэн Циньву встала: раз вы не намерены играть честно, не нужно было даже звать нас на переговоры. Лисенок спрыгнул на стол. Он злобно сплюнул, словно выражая свой протест против Цзин Хао. Он хорошо понимал, что такое 100 миллионов. Сколько на это можно купить пищи? Взгляд Цзин Сина стал заинтересованным. У вашего духовного зверя человеческая природа, он может быть потомком древних эпох. Как насчет того, чтобы продать его нам? Мы договоримся о цене. Этот лисенок, кажется, не самого хорошего качества. Даже если он потом древнего демона, у него уже грязная кровь. Он стоит в лучшем случае 100 тысяч золотых монет, фыркнул Цзин Хао. Тян Чэнь Коммерс не будет торговаться. Мы можем отнять 10 миллионов золотых монет. Вы сможете купить котлован, если заплатите 90 миллионов золотых монет. Лисенок так рассердился, что обнажил клыки, а белая шерсть встала дыбом. Мы не можем согласиться на ваши условия. Разозлилась Мэн Циньву. Сначала у нее была небольшая надежда на эти переговоры, но эти двое мужчин явно не хотели продавать котлован. Раз Тян Чэнь Коммерс не готова торговать честно, торговое чудо может только отступить. «Чутянь, пойдем!» Цзин Хао вдруг крикнул. «Пожалуйста, мисс Мэн, подождите». Мэн Циньву замерла. Цзин Хао зловеще сказал: «Вы можете получить котлован, не заплатив ни одной золотой монеты». Есть один способ. Чутян сидел на месте и не двигался. Ни один мускул его лица не дрогнул, а взгляд остался холодным. Он пытался понять, что они задумали. Мэн Циньву нахмурила черные брови. Эти жулики не любили проигрывать. Кто знал, какую непомерную цену они предложат. Она даже не хотела их слушать. Цзин Хао засмеялся: «Вам просто нужно продать нам акции на 5 миллионов золотых монет. Продайте 60% акций торгового чуда. А я займу место президента котлован, в котором почти нет ресурсов, в обмен на будущее торгового чуда. Разве можно было предъявить более бесстыдное требование? Это не переговоры. Это вымогательство». Мэн Циньву не стала их слушать. «Пойдем, Чутянь». Охрана шагнула вперед. Они всем видом показывали, что не позволят ему идти. Мэн Циньву изменилась в лице. Что это значит? Торговое чудо прислало письмо, где говорилось, что вы хотите обсудить покупку котлована, а теперь вы хотите уйти, так ничего и не сказав. Вы глумитесь над Тян Чэнь Коммерс? Вы знаете, что каждую минуту, которую мы тратим впустую, мы теряем больше 10 тысяч золотых монет? И вы смеете говорить такие бесстыдные слова? Цзин Хао холодно сказал: «Хотите уйти? Хорошо. Просто компенсируйте наши потери. Это немного, всего 10 миллионов золотых монет». Чутянь громко рассмеялся. Потянув Мэн Циньву, он заставил ее сесть в кресло. «Не нужно сердиться, юная мисс». Мэн Циньву едва не потеряла дар речи. «И ты до сих пор можешь смеяться. Сначала я хотел прибегнуть к обычным переговорам, но что теперь поделать? Самое главное — найти общий язык. Раз Тян Чэнь Коммерс не хочет играть по этим правилам, мы тоже не будем им следовать». Сказав это, Чутянь встал и рассмеялся. «Вы хотите обмануть нас?» Тян Чэнь Коммерс обладала хорошей разведывательной сетью, и они уже настроились на то, что заполучат в свои руки торговое чудо этого жирного ягненка. Переговоры были лишь предлогом. Тян Чэнь Коммерс заработала уже больше 100 миллионов золотых монет, но сейчас они были в тупике. Им нужно было проникнуть в новые сферы, а технологии торгового чуда были именно тем, в чем они нуждались. Конечно. Тян Чэнь Коммерс не знали, что случилось несколько дней назад в городе Южного Неба, поэтому Цзин Хао чувствовал себя в безопасности.
Призываю вас проявить понимание». Он отупело смотрел на Чутяня. «Мы помогаем вам, заставляя покупать и продавать. Эпоха живет по законам джунглей, и экспертам не нужны причины, чтобы пожирать слабых. Мы предлагаем отличные условия, чем вы недовольны. Помогают, заставляя покупать и продавать. Какая запутанная логика? Разве Тянчэнь Коммерс не сильна?» Надменно спросил Цзинхао. «Для торгового чуда это величайшая честь. Это отличная возможность для вас. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, иначе вы пожалеете». Чутян не рассердился. «И что? Что же вы собираетесь делать? Перестаньте глупить. У меня нет времени на игры». Цзинхао ударил по столу и встал. «Ты не посмеешь помешать нам, если мы решим применить силу. Ты слаб, поэтому просто перестань беспокоиться». «Хорошо говоришь». Прищурился Чутянь, и его глаза холодно засветились. «Мне нравятся эти слова». Цзинхао был потрясен. Этот сукин сын сошел с ума. «Хао, прекрати говорить глупости». Наконец заговорил Цзиньсин. Эти двое отлично разыграли свой спектакль. На этот раз цели Цзиньсина были понятны. Они не достигли своего путем переговоров, но Тянчэнь Коммерс не возражали против иных методов. Цзиньсин искренне сказал: «Наше сотрудничество основано на честности. И чтобы доказать нашу честность, мы готовы купить торговое чудо за 10 миллионов золотых монет. Это справедливая цена, угрозы и подкуп. Они действительно подготовились, 10 миллионов золотых монет было достаточно, чтобы сбить с толку небольшую компанию. Но они хотели заплатить 10 миллионов золотых монет за бесконечный потенциал торгового чуда. Мэн Цинь негодовала. Чем это отличается от грабежа? Тянчэнь Коммерс использовала переговоры как предлог, чтобы провернуть эту позорную аферу. Разве честь и мораль не самые важные качества торговца? Разве Тянчэнь Коммерс не боится презрения? Чутянь медленно пил чай. Что будет, если я не соглашусь? Не согласишься. Цзинхао обвел взглядом окрестности. Сначала осмотрись, а потом пойми, что тебе не справиться. Вокруг было больше сотни элитных стражников, каждый из которых был вооружен. Они медленно приближались, производя угнетающее впечатление. Чутянь увидел их, и уголки его губ изогнулись в улыбке. Это уже интереснее. Глава 94. Сравнение боевых искусств. Неудивительно, что Тянчэнь Коммерс поставила здесь так много стражников. С самого начала так называемых переговоров они таили дурные намерения. Какая кровожадность! Чутянь нетерпеливо потягивал чай и вообще казался сдержанным. Он словно считал, что больше сотни стражников Тянчэнь Коммерс — ничто. Вы уверены, что Тянчэнь Коммерс сильнее торгового чуда? Я так не думаю. Что за слово? Цзиньсин и Цзинхао молчали. Эти слова прозвучали издевательски. Чутянь вел себя, словно лягушка в колодце. Откуда в городе Южного Неба могла взяться такая сильная семья? Откуда в недавно созданной компании могли взяться эксперты? Как насчет того, чтоб сравниться? Чутянь поставил чашку и застучал пальцем по столу. Выберите кого-нибудь из людей, которых я привез с собой, и если вы сможете победить кого-то из них, тогда я приму ваши условия. Иначе мне придется использовать другой способ, чтобы решить проблему. Должно быть, ты устал от жизни. Стражники Тянчэнь Коммерс — наемные ветераны, и каждый из них элита элит. Ты смеешь соревноваться с нами. Сила не измеряется словами, ее можно измерить только борьбой. Не хочешь верить? Мы убедим тебя, Цзинхао закричал. Цзинху. Вбежал капитан стражи Цзинху. Пожалуйста, вице-президент, приказывайте. Несколько деревенщин осмелились бросить вызов Тянчэнь Коммерс. Как думаешь, что нужно делать? Пожалуйста, позвольте преподать им урок. Давай же. И никакого милосердия. Есть. Цзинху высокомерно подошел к Чутяню и с издевкой взглянул на него. Затем окинул взглядом его людей. 18 человек в черных мантиях. Они не излучали ауру и не двигались, словно им не нужно было даже дышать. Это были 18 куском гранита. Странно. Невозможно было определить, сильны они или нет. Цзинху не знал, кого выбрать, но бояться ему было нечего. Он был личным стражником вице-президента, он достиг первого уровня пробужденной души. Он не верил, что стражник небольшой компании окажется сильнее него. Они будут нападать по одному или все вместе. Цзинху гордо вытащил саблю и крикнул: «Пусть первым выйдет сильнейший. Наше время стоит дорого, и я покончу с ним одним ударом».
Губы Чутеня растянулись в улыбке. Зачем тебе иметь дело с самым сильным? Пусть выйдет самый слабый. Раздался легкий звон колокольчика. Человек в черной мантии выскочил наружу, слишком внезапно и слишком странно. Он выскочил, но от него не исходило духовной энергии. Человек в черной мантии стремительно бросился вперед, но его тело словно не двигалось. Из его тела потек черный туман, и окрестности заполнила ужасающая аура. Цзин Ху был потрясен. Это было невозможно. Он разогнал энергию светом сабли. Человек в черной мантии взмахнул ладонью, и сабля с силой отлетела в сторону. Она воткнулась в стену, продолжая беспрерывно жужжать. Черный труп инь, непобедимое тело, твердое, словно сталь, Цзин Ху даже не успел отреагировать. Он лишь беспомощно наблюдал, как вокруг рук противника собирается черный туман. Его руки стали черными, как смоль, наполнились мощной аурой смерти. Затем он выстрелил в него сильной ци. Плохи дела. Цзин Ху сконцентрировался, чтобы отбить ее ладонью. Энергия рвалась вперед, разрушая стол и стулья. Ах! Цзин Ху отлетел к стене, а изо рта у него выплеснулась кровь. Черная аура окружила его тело, и он упал в обморок. Один удар. Человек в черной мантии нанес всего один удар. Цзин Ху был личным стражником вице-президента Тян Чэнь Коммерс. Неужели он правда не смог отразить один удар человека в черной мантии? Разобравшись с Цзин Ху, человек в черной мантии немедленно встал за спиной Чутеня. Он до сих пор не проронил ни слова. Он стоял, словно могущественное изваяние, и совсем не двигался. Какое разочарование! Взгляд Чутеня стал холодным, пристальным, словно взгляд ястреба. Ты смеешь городить передо мной такую чушь, хотя так слаб. И ты смеешь угрожать мне. Тебе жить надоело. Чутянь словно превратился в другого человека. Это страшное и внезапное поведение заставило обоих мужчин напрячься. Цзин Ху хватило одного удара ладонью. Этот человек в черной мантии, скорее всего, был на втором уровне пробужденной души. Эти 18 человек были одинаковы. Возможно, все они были бойцами пробужденной души. Цзин Сина пронзил холодный пот. Похоже, на этот раз они сражались с драконом. Нет, невозможно. Даже у мэра центрального города не было 18 стражников, которые были культиваторами пробужденной души. Чутянь был бизнесменом из небольшого города, где он смог найти столько экспертов. Отравляющая ладонь. Сердито встал Цзин Хао. Сражение должно быть справедливым, а ты посмел применить яд, чтобы убить Цзин Ху. Ты чертовски бессовестный. Я не согласен с этим результатом. Чутянь равнодушно сказал: в мире много боевых искусств, разве ядовитые техники хуже остальных? Ты слишком груб. Этот раунд не засчитывается. Если у тебя есть навыки, то попробуй снова. Мэн Цинь Ву сердито сказала: поражение есть поражение, а ты нагло нарушаешь собственные обещания. Торговое чудо боится принять вызов. Если они хотят еще одного сражения, мы дадим им этот шанс. Чутянь, как и всегда, был бесстрашен. Как ты хочешь сражаться в этот раз? Я буду сражаться лично. Во взгляде Цзин Хао вспыхнули зловещие намерения. На этот раз я попрошу сразиться мисс Мэн Цинь Ву. Мэн Цинь Ву была слишком молодой. Всю свою жизнь она заботилась о компании. У нее не было нужной силы. Мэн Цинь Ву помрачнела. Ты, что? Кое-кто сказал, что мы можем выбрать кого угодно. Цзин Хао указал на Чутеня. Значит, стражников он привез, а мисс Мэн Цинь Ву нет? Цзин Хао нашел лазейку в словах Чутеня, чтобы напасть на торговое чудо. Ха-ха-ха. Молодой мастер Цзин Хао хорошо понимает ситуацию. У него действительно талант торгаша, который не заботится о своей репутации. Я восхищен. Лицо Цзин Хао стало холодным. Если ты боишься, то послушно подпиши контракт, и такая красавица, как юная мисс Мэн Цинь Ву, не пострадает. Запомни. Торговое чудо не держит у себя отбросов. Чутянь не купился на его уловку. Раз это серьезный вызов, юная мисс проучит тебя. Мэн Цинь Ву смутилась. У меня нет боевого опыта. Когда Цзин Хао услышал эти слова, он был вне себя от радости. Еще лучше. Цзин Хао был немного слабее Цзин Ху, но он достиг 9-го уровня совершенного тела. Чутянь подбодрял ее. Я верю в тебя, попробуй. Цзин Хао оглядывал прекрасное тело Мэн Цинь Ву. В глубине души он был очень доволен. Разве сможет его победить девушка, выросшая в провинции? Если бы Мэн Цинь Ву была сильной, ее имя знали бы все в центральном государстве. Но все годы, что она прожила в городе Южного Неба, над ней лишь издевались. Как она могла быть сильной? Этот раунд был за ним. Осторожнее, мисс Мэн. Цзин Хао схватил короткий меч и нанес удар.
Ее тело окружил звездный свет, и короткий меч ударился о защитный слой. Цзин Хао отступил назад. Свет, окутывающий тело Мэн Циньву, делал ее похожей на ангела. Он удивился, такая сильная защита. Дядя и племянник поняли, что фундамент Мэн Циньву сильнее, чем они предполагали. Она была на одном уровне с Цзин Хао и даже практиковала мощную оборонительную технику. Как эта девушка могла быть такой сильной? Невозможно, нелогично. Сегодня был определенно странный день. Чутянь небрежно сказал: «Я ведь говорил, торговое чудо не держит у себя отбросов. Наша молодая мисс — вице-президент, и такие талантливые люди рождаются раз в тысячелетие. Разве с ней сможет сравниться жалкий отброс?» «Жалкий отброс? Ты действительно назвал меня жалким отбросом?» Цзин Хао громко закричал и нанес несколько ударов. Каждый удар оказался бесполезным, тело Мэн Циньву было невероятно крепким. Неважно, что делал Цзин Хао, потому что все было впустую, на нежном и серьезном лице Мэн Циньву появилась улыбка. Она была приятно удивлена, она даже не знала, что стала такой могущественной, у Мэн Циньву была врожденная травма. Каждый раз, когда она пользовалась энергией, он испытывала боль, что уж говорить о сражении, ее меридианы болели, даже когда она спала, а теперь Мэн Циньву не была такой, как Чутянь или Наньгун Юн, поэтому не могла бросать людям вызов. Но она легко могла развить таланты, которые у нее были, это было похоже на сон. «Не стой, как статуя». Чутянь отхлебнул чай и с нетерпением выкрикнул: «Тебе нужно нанести ответный удар». Мэн Циньву была в панике, но я не знаю, как бить. У него дрожат ноги. «Бей». Мэн Циньву поняла его по-своему и ударила его прямо в пах. Ах! Лицо Цзин Хао позеленело, он рухнул на землю. Лисенок аплодировал когтистыми лапками, а Чутянь улыбался. Ха! Прекрасно. Отличный ход. Почти никаких усилий, а он уже обездвижен. Юноша и зверек видели не сражение. Для них это была лишь игра, глаза Цзин Хао наполнились гневом, он взревел: «Вы зашли слишком далеко». Чутянь громко крикнул, удар его правой рукой по лицу. Мэн Циньву походила на марионетку, которой управлял Чутянь. Цзин Хао бросился на нее, и она тут же ударила его по лицу. Он отлетел назад, а из носа хлынула кровь. Цзин Хао снова уложили на лопатки. «Так не пойдет. Так не пойдет». Чутянь напоминал строгого учителя. «Как можно быть такой глупой? У тебя скверный метод. Синхронизируй тело и энергию, собери все свои силы. Именно так можно нанести мощнейший удар. Попробуй снова». Даже дураку было ясно, Мэн Циньву явно была человеком без боевого опыта, но под руководством Чутяня ее удары становились лучше. Они сражались, а Цзин Хао отбивался, как мог. Непостижимо, немыслимо, Чутянь не только руководил Мэн Циньву, но и нашел слабое место Цзин Хао. Цзин Хао сражался с человеком, у которого не было никакого боевого опыта, но даже не мог ей сопротивляться, она не была человеком, Цзин Сина пробрал озноб. Если так продолжится и дальше, Цзин Хао проиграет. Он быстро встал. «Хао, успокойся. Используй меч холода». Цзин Хао то ли злился, то ли стыдился. Эта женщина явно была новичком, но она одолевала его. Всего несколько ударов, а его лицо уже распухло. «Хватит». На мече засветилась большая руна. Это было мощное духовное оружие. Воздух заполнил леденящий мороз. «Что с того, что у тебя такая сильная защита?» На избитом лице Цзин Хао показался разъяренный взгляд, он держал в руках меч холода. «Как только мой меч холода коснется тебя, ты превратишься в ледяную скульптуру. Хочу посмотреть, как ты справишься со мной». Сердце Мэн Циньву похолодело. У Цзин Хао был козырь. Это был необычный меч, как она могла с ним сражаться. Глава 95. Принуждение к сделке. Меч холода начал испускать мощь, лицо Цзин Хао наполнилось холодной злобой. «Перестань сопротивляться, Мэн Циньву. Если ты согласишься пойти со мной, я сохраню твою должность и оставлю вице-президентом. В противном случае я не буду милосерден и уничтожу цветок». Мэн Циньву холодно сказала: «Я не покорюсь тебе, даже если умру». «Хорошее слово, мисс», — простодушно сказал Чутянь. «Но тебе нужно верить в себя. Ты намного сильнее него, а эта атака слабая. Ладно, хватит тратить время. Разберись с ним». Это правда, я действительно сильнее него, силы Мэн Циньву возросли слишком быстро, поэтому она не могла собраться с мыслями.
Она даже не понимала, какой могущественной она стала. Чутянь не будет мне лгать, раз он говорит, что я сильнее, то это определенно так. Мрачность ушла с ее лица, сменившись расслабленным и презрительным взглядом. Она свысока смотрела на Цзиньхао. Предыдущие нападения уже разрушили его самооценку, и он, не в силах подавить свои чувства, взревел: «Хочешь умереть? Я помогу тебе». Меч холода ринулся вперед, бесконечный звездный свет палился, образуя нечто вроде глазури. Холод, пробирающий до костей, не мог прорваться сквозь эту защиту. Чутянь удовлетворенно кивнул головой. Юная мисс практиковала бессмертное звездное тело не так уж и долго, а уже могла создавать стеклянное тело. Это был неплохой результат. Яростная сила звездного света вырвалась наружу, меч тут же сломался, сила холода, потерявшая источник, сразу же ринулась назад. «Нет!» — в панике крикнул Цзиньхао, широко распахнув глаза. Он попытался сбежать, но было слишком поздно. Сила холода поглотила тело Цзиньхао, превратив его в ледяную скульптуру. Мэн Циньву, как и он, была на 9 уровне совершенного тела, но в отличие от него она практиковала бессмертное звездное тело. Поэтому Мэн Циньву превосходила Цзиньхао. Даже если бы его оружие оказалось более мощным, результат бы остался тем же. Хао. Цзиньсин был потрясен, он понимал, насколько все плохо. Эти ублюдки решили убить вице-президента. Чайная чашка упала на землю и разбилась на части. Это был сигнал Цзиньсина. Как только переговоры прервались, он разбил чашку, и люди, скрывающиеся в засаде, немедленно вышли. Они хотели взять их живыми. Переговоры не увенчались успехом. Поэтому Чутянь мог полагаться лишь на силу. Почти 200 элитных стражников. Цзиньсин не верил, что Чутянь сможет их одолеть. Как только разбилась чашка, во все стороны полетело бесчисленное количество ударов. «Ха, не можешь победить в одиночном бою и решил одолеть меня силой». Чутянь мягко покачал головой. «Действуешь ты и правда глупо. Пусть эти деревенщины увидят, насколько могущественно торговое чудо». 18 людей в черных мантиях вырвались вперед, словно яростные вихри ветра. Всего секунда. И все стрелы упали на землю. 18 теней невозможно было увидеть невооруженным глазом. Люди Тянчэнь Коммерс испугались до дрожи. Невозможно, это было кошмаром. 18 людей в черных мантиях напоминали тигров, которые накинулись на добычу. Тут же раздался хруст сломанных костей и порванных мышц. «Ах! Помогите мне! Сдаюсь, сдаюсь!» Цзиньсин никогда не видел подобного. Он вздрогнул от испуга, на его старом лице появился ужас. 18 людей в черных мантиях были культиваторами пробужденной души, а самый слабый из них достиг 2 уровня. Все стражники Тянчэнь Коммерс оказались сбиты с ног. Если кому-то посчастливилось выжить, то он остался калекой. Они плакали, валяясь на земле. Элита, на тренировку которой Тянчэнь Коммерс потратила немало денег, как он будет отчитываться перед президентом, если они все погибнут? Стоп. Цзиньсин приготовился встать. Хватит обсуждений. Ты не считаешь, что слишком поздно это говорить? К его шее мягко прикоснулся холодный меч. Слабый нажим, и ему пришлось сесть обратно. «Садитесь, и мы все обсудим». Чутянь занял прежнее положение и замер. В правой руке он держал адский меч, лезвие которого было прижато к коже Цзиньсина. «Не вини меня. Если ты шевельнешься, то лишишься своей собачьей головы». Тело Цзиньсиня стало жестким, как камень. Его лицо покрылось холодным потом, и он сказал: «Я признаю, что был неправ». «Чего ты хочешь?» Чутянь посмотрел на Мэн Циньву. На стол упала тяжелая сумка. Чутянь открыл сумку, 500 духовных камней низкого качества. «Я хочу не только котлован с лунной травой, ты отдашь мне все места добычи ресурсов, расположенные вокруг деревни скрытого звука». Сумка была наполнена сверкающими духовными камнями низкого качества. Цзиньсин зарычал: «Духовные камни». Духовные камни были наиболее популярной валютой континента. Страна Южного Лета была очень посредственным королевством, она не могла производить духовные камни, поэтому мало кто работал с ними. Один духовный камень низкого качества стоил около 10 тысяч золотых монет. В таких местах, как черный рынок, их цена была еще выше. Торговое чудо было компанией, созданной в небольшом городе. Откуда у них так много духовных камней? Это было слишком странно. Эта компания была непроста, но разве можно купить все имущество Тянчэнь Коммерс за 500 духовных камней низкого качества? Разве это не вымогательство? Цзиньсину стало стыдно, он возмущенно крикнул: 500 духовных камней стоят 5-6 миллионов золотых монет. Ты хочешь купить недвижимость Тянчэнь Коммерс за 5-6 миллионов золотых монет? Размечтался? Я не согласен.
Он привез 500 духовных камней низкого качества с черного рынка. У торгового чуда не было дополнительных денег. Как они могли бы собрать больше 10 миллионов золотых монет, Чутянь планировал сделать эти 500 духовных камней авансовым платежом. Он хотел завершить транзакцию, как только получит ресурсы. Кто мог подумать, что этот старик думает о поглощении торгового чуда? Разве ты не любитель нечестных сделок? Значит, я поиграю с тобой. Черт возьми, ты до сих пор смеешь быть таким высокомерным. Чутяню было плевать, что это старик. Замахнувшись, он ударил его. Цзин-Син упал на землю с вывихнутой челюстью. Нет, нет. Цзин-Син походил на жука, который пытался уползти. Чутянь поднял его. Его глаза вспыхнули гневом, и он злобно крикнул: «Продаж!». Лицо Цзин-Сина опухло. Сплюнув кровью, он закричал: «Ты пытаешься ограбить меня?» «Ограбить? Разве ты не знаешь, что это называется принуждением к сделке?» Чутянь ударил его еще раз. Потеряв несколько зубов, Цзин-Син снова сплюнул кровью. Он явно был огорчен. Чутянь встряхнул его и снова крикнул: «То, что я заставляю тебя совершить сделку, это уже помощь с моей стороны. Неужели тебе непонятно?» Это мучение было и физическим, и моральным. Цзин-Син едва не плакал из-за побоев. Он обмяк. Я продам, но можешь ли ты заплатить немного больше? Это слишком мелкая сумма. Я не могу так. Президент убьет меня. Ты еще смеешь торговаться?» Чутянь бросил старика на землю, рядом с замороженным Цзинхао. «Позволь посчитать за тебя. 6 миллионов золотых монет — это немного, но посчитай еще и жизни стражников и твоего племянника». Чутянь осторожно надавил на меч. Холодное лезвие прижалось к шее старика. Это неплохая цена. Смысл его слов был ясен. Если ты откажешься, то больше 100 человек не увидят завтрашний рассвет. Дядя и племянник были в ужасе. Стражники покрылись холодным потом. Как он мог быть человеком? Это был самый настоящий дьявол. Сначала это безвредное появление, а затем все это, этот ублюдок, он был волком в овечьей шкуре. Черт возьми. Ты онемел. Каждая минута моего времени стоит несколько сотен тысяч золотых монет, а вы, два отброса, тратите мое время. Если хотите под землю, то откажитесь от своей репутации. Быстрее. Выбора за вами. Они видели кровожадность, исходящую от Чутяня. Он определенно мог это сделать. Плачущий Цзин-Син сказал: «Котлован стоит около 20 миллионов. Ближайшие шахты камня скрытого звука тоже принадлежат Тянчэнь Коммерс и стоят около 18 миллионов золотом. Если мы продадим их за 5 миллионов, то как мы встретимся с президентом? Меня это не волнует. Мы хотели приехать сюда, чтобы поговорить о делах, но кто ожидал, что вы полагаетесь лишь на силу? Вам так нравятся насильственные методы? Что ж, я покажу вам». Ты, Чутянь, держал в руке адский меч. Считаю до 3. Если вы не подпишете, то полетят головы. 3. 2. Тянчэнь Коммерс попала в ловушку, она играла с огнем. Я подпишу. Кивнул Цзин-Син. Чутянь фыркнул и сказал: «Дешевки. Чтобы вы что-то сделали, на вас нужно надавить. Вы действительно ни в чем не разбираетесь. Быстро подписывайте». Оба взяли свои контракты. Цзин-Син приготовился и подписал. Котлован с лунной травой и 2 шахты камня скрытого звука перешли к торговому чуду. Сердце Цзин-Сина похолодело, но сейчас он желал спасти свою жизнь. Он мог остаться в живых и все обдумать. Чутянь с удовольствием взял контракт. Цзин-Син помог замороженному Цзинхао. Поклонившись, он сказал: «Контракт подписан. Теперь мы можем идти». Чутянь уставился на него, прищурившись: «Раз ты так хочешь уйти, то у тебя есть какой-то план». Цзин-Син быстро ответил: «Нет, я бы не посмел». «Не посмел бы. Я вижу, что ты планируешь вернуться и немедленно аннулировать контракт. Тянчэнь Коммерс — крупная компания, и законы королевства вам определенно мешают. Я не позволю тебе использовать меня в своих интересах», — холодно сказал Чутянь. «Думаешь, я идиот? Хочешь обмануть меня?» Цзин-Син открыл рот, чтобы возразить. Чутянь быстро достал черную таблетку и сунул ему в рот. Зажав рот, он заставил его проглотить таблетку. Цзин-Син крикнул: что ты скормил мне?» Чутянь злобно улыбнулся: «Ты слышал о Мо Яне, мастере медицины черного пламени? Он был одним из самых известных алхимиков Центрального государства. Он создавал яды из всего, что существовало. Как он мог не слышать о нем? Это таблетка 100-дневного разрушения сердца». Лицо Цзин-Сина побледнело, как клочок бумаги.
Это лекарство обладало печальной известностью. Конечно же, он знал, что это яд этой таблетки разрушал сердце. Излечиться от него было невозможно. Даже Чжан Лицин не мог найти противоядие. Яд, разрушающий сердце, убивал человека не сразу. Он постепенно разъедал сердечную мышцу. Это причиняло человеку ужасную боль и в самом конце убивало его. Чутянь подошел к неподвижному телу Цзинхао, разжал его челюсти и бросил ему в рот еще одну ядовитую таблетку. Он нашел их в древней гробнице, когда обыскивал тело Мо Яна. Сначала он думал, что они ему не пригодятся, но теперь они пришлись как раз кстати. Лица дяди и племянника напоминали потухающие угли. На этот раз им не избежать смерти. «Не отчаивайтесь, лекарство есть», — сказал Чутянь, и тон его изменился. «С сегодняшнего дня вам просто нужно выполнять мои приказы, и я дам вам противоядие. Иначе через 100 дней вы почувствуете боль 10 тысяч ядов, которые пожирают ваше сердце». Невероятная злоба, он использовал яд, чтобы управлять ими. Цзиньсин гневно, с возмущением закричал: «Не думай, что мы станем твоими марионетками. Я умру, но не предам компанию. Убей меня, если можешь. Кажется, у тебя есть зачатки морали». Рассмеялся Чутянь. «Если не боишься смерти, то аннулируй контракт. Не притворяйся дураком. Все зависит от тебя». Тело Цзиньсина дрожало, он понуро сказал: «Что мы должны сделать?» «Ладно, ладно, не делай такое грустное лицо. Я Чутянь, праведный человек. Чтоб стать человеком, нужны мораль и разум. А вы сами навлекли на себя сегодняшнюю ситуацию». Внезапно его голос изменился, но ваше несчастье превратилось в благословение. Несчастье превратилось в благословение, их вынудили продать свою собственность. Их вынудили проглотить яд. Разве в этом была хоть капля удачи? Чутянь искренне наставлял их: чтобы быть человеком, вам не нужно смотреть, что происходит сейчас, вам нужно заглядывать далеко в будущее. Сейчас вас контролирую я, вы превратились в моих псов. Но вам нужно помнить, что если пес следует за хорошим хозяином, у него не будет скверных дней. Многие хотели стать моими псами, но я их отверг. Разве вы не согласны? Цзиньсин и Цзиньхао были раздавлены позором. Они и раньше видели оскорбленных людей, но их так никогда не оскорбляли. Цзиньсин плачущим голосом сказал: «Да, да, верно. У хозяина есть мясо, а у псов кости, которые они могут жевать». Чутянь медленно отодвинул от них меч. «Теперь у меня есть план, и мне нужно обсудить с тобой еще одно дело».